Короче, как я познакомился с Соником? Я был мелким пиздюком с 7-м левелом. В это время у меня имелось только Дэнди и довольно-таки много прикольных игр того времени. Наступил сентябрь 2001 года, и я должен был отправиться в пресловутый первый класс. А дабы отметить такое событие, родители решили мне сделать настоящий царский подгон, подарив Сегу Mega Drive. Думаешь, мне просто купили? Да щас, это еще не вся история. До момента покупки коварные предки спросили меня, во что я больше не играю. Я без задней мысли указал на некоторые экземпляры и не особо придал этому значения, пока однажды не обнаружил, что указанные картриджи куда-то пропали. Наступил день Хы, и гуляя со своей родней, мы заглянули в какой-то непримечательный магазинчик со всякой техникой, кассетами и, конечно же, приставками и играми. При входе в магазин мое сознание украл телек с включенной игрой Том и Джерри. Однако мое периферийное зрение уловило, что на прилавок вываливаются те самые картриджи, которые я посчитал потерянными. Они куда-то быстро исчезли, и родители уже стояли и считали свои бабосики. Но в эту же секунду родня достала другую пачку денег и отдала все обратно продавцу. Я и так не понимал, что происходит, но тут я окончательно потерял понимание происходящего. И даже на секунду подумал, что моих родаков грабят. На прилавке появилась большая черная коробка, и я подумал, мы купили видак. На коробке было написано Sega Mega Drive, и мне дали ее открыть. We happy? Мы счастливы? Vincent. Винсент, We happy? мы счастливы? We happy. Да, мы счастливы. В консоли в комплекте оказалась правдивая ложь и какой-то другой картридж, потому что у него не имелось названия и был изображен неопознанный мною персонаж. На этой ноте я рванул домой и все не мог дождаться, когда же мне запустят мою заветную Сегу. Парадоксально, но залипал я исключительно в правдивую ложь, так как это был мой любимый фильм. После этого друзья из школы притащили еще игр, а второй безымянный картридж лежал и пылился. Но однажды я все же решил запустить ту вторую игру. И скажу я тебе честно, погружение в нее было очень больное. Я решительно не понимал, что мне нужно делать, куда бежать, меня дико выбешивали эти птицы. Какие-то парни забирали мои кольца, а боссы рвали мою жопу на части. Соответственно, далеко я не прошел. Спустя какое-то время начался второй раунд. Я решил показать, кто тут мужик, и окончательно победить эту игру. Игра меня сделала. Я дошел до огненного уровня и слился на боссе. Моей обиде не было конца, после чего я от злости просто взял и пнул картридж ногой. Нет, картридж не сломался, все было куда ироничнее. Я услышал характерный звук, и передо мной открылось меню выбора уровней. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Осознав, что игра понимает только физическое насилие, я таким образом прогулялся по всем уровням с минимальной потерей нервных клеток. После всех этих мучений я убрал игру в долгий ящик. Кстати, название игры я так и не понял, потому что не знал английского. По идее, здесь и должна была закончиться моя история знакомства с сами знаете кем. Но нифига. И вот, мне уже 11 лет, я возвращаюсь с курсов английского языка и решил заглянуть в один непримечательный ТК. Там было много прикольных игр для ПК, а я уже на тот момент имел дома компьютер. Ну так вот, шарясь по углам, я заметил один диск с очень знакомым силуэтом, но в то же время он сильно отличался от того, что было в моих воспоминаниях. Потупив минуты 3 и взглянув на стоимость, я пригрустнул и понял, что мне не хватает денег. Я поспешил домой, затем вернулся обратно, прихватил с собой не только нужную сумму, но и свой старый картридж, чтобы понять, глючит меня или нет. Я все же решился на покупку, а диск, между прочим, стоил на тот момент 200 рублей. Ну так, для сравнения, на эти деньги можно было купить сразу 4 диска со всякими сборниками. Окей, покупка совершена. И я потопал обратно домой. Пока устанавливался диск, я решил снова включить картридж и сравнить название игры на титульном экране и на обложке диска. На экране телека было написано Sonic 3D Blast Flicky's Island, а на диске было написано Sonic Adventure. Ох, эти мурашки по телу от увиденного опенинга, от услышанного драйвового трека. На тот момент я осознал, что меня ждет большое приключение, и это только начало. А как я искал Sonic Adventure 2 на ПК, как познакомиться с Соником 06, и как я стал заниматься моддингом Adventure и других игр, это уже совсем другая история. И если хочешь услышать продолжение моего знакомства с этой вселенной, то ставь лайк и подпишись на канал. А еще обязательно пиши в комментариях, как познакомился с Соником ты. Ну на этом пока все. Всем удачи!
и пока. За помощь в анимации отдельная благодарность Факуну.